Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео не я буду вам рассказывать о русском языке, о русской культуре, о русских традициях и вообще о жизни в России. Нет, в это интервью я пригласила двух прекрасных девушек из Вьетнама. Они изучают русский язык всего 9 месяцев, и они большие молодцы. Во-первых, они учат русский язык и уже неплохо говорят по-русски. Самое главное, что они не боятся говорить по-русски. Во-вторых, они согласились на это интервью. Я им конечно, отправила вопросы заранее. Они были готовы отвечать на вопросы, но вы увидите, что они отвечают на вопросы не по бумажке, не смотрят в телефон, в словарь, у нас нет никакого экрана с субтитрами, нет. Они говорят самостоятельно. Давайте посмотрим на это интервью. Я буду задавать им вопросы, они будут на них отвечать. Вы поддержите девушек и напишите, какие они замечательные. Смотрим. Сегодня у меня на канале гости Зиеулинь и Ким Тху. Зиеулинь и Ким Тху у нас из Вьетнама. Да. И сегодня они согласились рассказать о интересных привычках, интересном менталитете русских. Я буду задавать вопросы, девочки будут на них отвечать. Расскажите немного о себе. Всем привет, я приехала из Вьетнама. Меня зовут Лин. Извините, я забыла. Сейчас я учу на подготовительном факультете в МБГУ. И это моя подруга. Всем привет, меня зовут Ху. Я тоже приехала из Вьетнама. Сейчас мы изучаем русский язык 9 месяцев. Вы большие молодцы, что согласились участвовать в интервью. Скажите честно, вам страшно? Вы нервничаете? Нет, я страшно. Культура и поведение. Что вас удивило больше всего в России? Для меня, я думаю, что русские, они совсем не носят шапку или кепку в здании или домой. Не знаю почему. Не носят внутри? Да. Так, а во Вьетнаме это все Это делают? нормально. Это нормально. Если вы любите, да. Если вам нравится, можете носить. Да. Так, хорошо. Еще? Я увидела, что русские люди любят дачу. Да. Каждые выходные дни они всегда приедут в дачу и отдыхают. Мне нравится. Да, мне нравится, это интересно. Интересно. А во Вьетнаме у вас есть дача? Нет. Во Вьетнаме всегда хорошая погода? Нет. Расскажите, какая погода во Вьетнаме? Сейчас Летом, да? Во Вьетнаме градусов моя мама сказала, что сейчас 35 или 40. 40. Да, это Очень жарко, да. Лето в Москве лучше. Когда идет дождь. Нет. Это погода в России, я думаю, это удобно. Мне удобно. Да. Что вы заметили, когда первый раз приехали в Россию? Вот только приехали, что вы заметили? Русские люди не улыбались. Они серьезные. Да, серьезные и ничего не сказали.
Ничего не говорят. Да, не говорят. Для меня это погода, потому что я приехала в Россию в прошлом году, в сентябре, да? Да, Сентябре? представляю. Да, это ночью, да, ночью уже холодно, да, но в это время во Вьетнаме ночью уже жарко. Да. Да, Но вы привыкли. Привыкли к Да. погоде и привыкли, что русские не улыбаются. Да. да. Не улыбаюсь. Когда я приехала в аэропорт в Москве, это человек, который работает в аэропорту. Здравствуйте. И она здравствуйте, и не улыбаюсь. И она она взяла мой паспорт, посмотрела на меня и ничего не говорит. И потом другой человек приехал, и он сказал мне, подожди, 1 час. Подожди, Через 1 час? через 1 час в аэропорту. Это первый раз я приехала в Россию. Ты ждала? Да, ждала. И они ничего не говорили. Да. Да. А проблема, что вы еще не понимали. Да, я не говорили понимаю, почему. Было страшно. Да, очень Но не так страшно, как сейчас. Как вы считаете, чем отличается стиль общения русских людей? Я думаю, русские люди говорят прямо. Прямо. Мы во Вьетнаме говорят мягко, чтобы никого не обидеть. Так. Я думаю, что русские, они разговаривают серьезные темы. Серьезные темы. Например, что такая любовь? Нужно ли нам много денег, чтобы быть счастливым? Да, очень Философски. серьезно. В каких ситуациях русские люди ведут себя по-другому? Не так, как в Вьетнаме. Например, на улице, в магазине, в транспорте. В магазине про вас они не улыбаются. Это странно, потому что во Вьетнаме, когда вы делаете на оплате узко, я забыла. На кассе. Да, на кассе. Это они всегда улыбаются. Это нужно. Да, Этикет. да. Да. Я думаю, что русские, они спокойно ждут в очереди. Это во Вьетнаме не всегда. Не всегда. Во Вьетнаме есть очереди? Да. Да, но они не всегда спокойно ждут. Да. Русские привыкли. За столько время очередей, да, мы привыкли. Интересно, что в первую очередь вы говорите, что русские не улыбаются, что русские очень серьезные. А как проявляют эмоции русские? Какие эмоции они показывают? Если друзья, я вижу, что они анимаются, когда на встрече или когда они пока и обнимаются, да. И на улице у них есть проблемы. И на улице они громко говорят. Да. И чуть-чуть плохой, чуть-чуть говорят плохое слова. Я думаю, они не боятся показать, что чувствуют. Во Вьетнаме мы не... Иногда нам это не нравится, но даже говорит, не нравится. Это очень хорошо. Что мы не хотим никого не обидеть. Русским людям не важно, обидят, не обидят. Нет, но я думаю, просто, что они не боятся показать, что чувствуют. Как вы думаете, как русские относятся к незнакомым людям?
еще не улыбаются. Да, еще не улыбаюсь. Да, это... С незнакомыми они серьезные. Ты знаешь, как poker face? Да, покерфейс. Да, да, да. да. А когда уже вы познакомились, меняется поведение у русских? Они будут спрашивать, какая любовь. Да. Как в России относятся к личному пространству? Я думаю, для русских это важно. Они, если они могут выбрать, они они будут выбрать Место? сидят далеко. А, Далеко, Мгм. да. Далеко от других людей. Да. Мгм. И они не смотрят друг на друга. Мгм. Когда в метро, да, Ага. смотрят. Да. Ну, Так. во Вьетнаме они часто смотрели и улыбаются. хорошо. Привет. Да, Да. Хорошо, а вы что думаете? Я думаю, хорошо, что они часто, всегда стучат в дверь, да, когда они хотят войти. Во Вьетнаме это не учат. Мгм. Например, моя мама никогда не стучит в мою дверь, да. Это, мне это не нравится. Что в русской жизни для вас сейчас все еще непривычно? Русская еда, да. Я думаю, русские блюда холодные и без специй. И я пробовала разные, но мне не нравится. Тоже еда, но это овощи. Овощи. Да, я думаю, что в России немного видов овощей. Да. Мгм. Да? Особенно зимой. Да, особенно зимой. Овощи и, наверное, фрукты тоже. Да, да. Да. Давайте поговорим про праздники. Мгм. Есть ли какие-то праздники, которые вас удивили в России? Которые есть в России, но нет во Вьетнаме? Для меня это Масленица. Да. Это первый раз я увидела этот вид праздник. Русские люди едят блины всю неделю. Это Интересно? интересно. Да. И тяжело. Блины вкусные. Этот праздник во Вьетнаме тоже есть. Международный женский день. Да. Потому что я сама видела, что на улице мужчина дарили цветы женщинам. Это красиво и приятно. Во Вьетнаме этот праздник тоже есть, но не так. Только цветы только для близких. Близких. Да, близких. Так, хорошо. А вообще отношения между мужчинами и женщинами в России и во Вьетнаме похожи или разные? Разные. Например. Я думаю, не знаю точно, но я думаю, что русские мужчины, они галантливые. Во Вьетнаме не очень. Не Да, все. Да, не все, не очень. Так, хорошо, отлично. Были ли у вас стереотипы о русских до вашего приезда? Да, конечно. Я думала, что русские люди, они всегда серьезные и холодные. Но правда, многие улыбаются и готовы помочь. И любят шутить. Да. Раньше я думала, что русские всегда пьют водки. Но сейчас я понимаю, что не все могут. Моя подруга, она русская, она никогда не пьет
Агу. Да. Мгм. Хорошо. Но есть такой стереотип. Да. Да. Так, хорошо. Какие русские привычки или черты вам понравились, и вы хотите их себе? Для меня это аппетит. Мгм. Аппетит. Потому что во Вьетнаме они не Обнимают. обнимаются, да. Близкими или родителями не обнимаются. Серьезно? Да. Спасибо. Для меня это Заботливо. заботливо, да. Мгм. А у вас? Тоже. Тоже нравится обниматься? Нравится, надо. Что бы вы взяли из вьетнамской культуры и добавили в русскую? Я бы взяла вьетнамскую еду, особенно суп фабо. Я думаю, это улыбка. Улыбка. Да. Во Вьетнаме на улице незнакомые люди тоже улыбаются друг другу. Я думаю, это Приятно, да, приятно. Да. Мгм. Хорошо. Но вам нравится в России? Да, Да? А вы бы хотели жить в России? да, если возможность, есть возможность. Да. Как вы думаете, когда вы вернетесь во Вьетнам, вы поменяете свою жизнь после России? Да. Да. В каком варианте? Раньше, когда я жила во Вьетнаме, я просто ходила в спортзал каждый день, но когда сейчас в России, я каждый день гуляю в парке. Я думаю, это очень хорошо, да? Да. В России есть много парков. Да. Да. И я думаю, сейчас я люблю природу. Да. Так, после России полюбили природу. Да. Я думаю, это тоже как ее. Потому что во Вьетнаме много мотоциклов. И, Неважно. да, и много людей, и воздух не очень свежий. Свежий, да. И когда я приехала в Россию, удивила, я удивила воздух и погода. Я думаю, я тоже люблю гулять много, больше, чем когда я в Вьетнаме. Да. Так, девочки, большое вам спасибо. 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 Вы молодцы и продолжайте учить русский язык. До свидания. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club, учите русский язык, общайтесь на русском языке. И, кстати, если вы тоже хотите стать участником интервью, то пишите в комментариях или пишите на электронную почту о вашем желании тему, на которую вы готовы говорить в интервью, и мы с вами обязательно свяжемся. Пока-пока! Не забывайте учить и говорить по-русски.